Ребята, всем привет! Сегодня решил записать видео, но я думаю, даже, наверное, будет больше полезно для автовладельцев, ну и мастерам, кто, если этого не знает, то есть будет полезно. Вот, то есть будем сегодня заниматься инициализацией системы iStop на автомобилях Mazda. Вот, то есть это сегодня конкретно у нас машина Mazda CX-5 2014 года, это первый рестайлинг. Вот, ну и на шестерках точно так же, в принципе, все это делается. Вот, то есть у человека все... накрылся АКБ, он купил новый, то есть надо его заменить аккумулятор и инициализировать эту систему. Ее надо инициализировать в обязательном порядке, поскольку автомобили только тогда корректно все алгоритмы зарядки действуют. Вот. Особенность iStopных аккумуляторов в том стоит, у них более мелкая вот эта вот ячейка, куда набита вот эта активная масса. И они выдерживают гораздо большую плотность тока. Отсюда, то есть, как бы он более быстро заряжается, потому что, чтобы компенсировать вот эти постоянные заводки стартером, это, как бы быстро его будут сажать. Поэтому применяют такие аккумуляторы на этих автомобилях. Вот. И, соответственно, чтобы он правильно заряжался, там стоит датчик тока, он оценивает как раз ток потребления, сколько надо дать заряда, и плюс этим же датчиком он оценивает состояние АКБ, то есть внутреннее сопротивление батареи. Вот, то есть система довольно-таки, в принципе, сложная, и чтобы все правильно работало, надо ее первоначальную инициализацию проводить. Ладно, погнали, будет интересно. Так, ребят, смотрите, чтобы нам заменить iStopный аккумулятор на Mazda, вот, это без разницы X5 и шестерки, у них процедура одна. То есть вот оригинальный аккумулятор у нас PE1T, иксидовский. Вот, раньше на них ставились вот такими пробками, это Panasonic, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, а Q85 маркировка у него была. Вот, это сейчас полный аналог, модернизированный нормальный аккумулятор. То есть первым делом убеждаемся, чтобы у нас все успешно процедура прошла, что напряжение аккумулятора у нас находится в диапазоне 12,5-12,7 вольта, что он полностью заряжен. Вот ставим 12,51 вольта, все отлично, можно приступать к процедуре. Вот. То есть смотрите, нам чтобы сделать, то есть скидываем клемму для замены. Вот, минусовую клемму скинули, и сразу, пока будем все это менять, отсоединяем разъем датчика тока. Вот его пока вот сюда завели, чтобы он не мешался, и до самого конца он пусть там висит. Вот, теперь снимаем плюсовую клемму. Вот. И снимаем крепеж аккумулятора. Вот эти вот две точки цветных, некоторые спрашивают, это что там, дилеры там ставят маркировку или что? Нет, это на заводе, то есть маркировка идет то, что одна точка первая, что затянута нужным моментом, а вторая, что чуть-чуть меньшим моментом винт не откручивается, то есть двойной контроль качества. Ну, это с завода эта краска идет, то есть никто там специально ничего не красит. Вот, то есть сняли. Сняли нашу дужку. Ну и вытаскиваем аккумулятор. Так, ребят, смотрите, сняли аккумулятор. Теперь смысл какой? То есть можно сразу поставить, но вообще нам надо выждать по мануалу не меньше 5 минут со снятой клеммой. Вот так должен выставиться машина. Вот. То есть если, например, вы аккумулятор снимали на зарядку и он сильно заряжен, то есть там, например, 12,8 вольта, процедура пройдет успешно только когда 12,5-12,7 вольта напряжение батареи. Если, например, оно там 12,8, она тоже будет, не инициализируется iStop, тогда мануал там предлагает включить фары там на пару минут, чтобы немного снизить напряжение батареи. Вот, и в принципе, вот сейчас снимаем просто с аккумулятора вот этот вот чехол, и можно устанавливать его. То есть замена обычный аккумулятор. Вот потом дальше покажу, как его инициализировать правильно. И какие процедуры надо после этого провести. Так, все, ребят, вот переодели чехольчик. Ставим аккумулятор на его родное место. То есть делаем, чтобы этот чехольчик все вошел до упора вниз. Вот, все. Теперь что?
Теперь можно сразу плюсовую одеть, чтобы она не мешалась. Ну и еще следите всегда за чистотой клемм. То есть с завода, видите, они все чистые. Ну и тут, в принципе, все нормально. А то бывает, ну, все закисшие от старого электролита. И ничего хорошего. То есть затягиваем хорошо, чтобы ничего не шевелилось. Потому что датчик тока, он нужен для того, он оценивает как раз внутреннее сопротивление батареи и уровень заряженности этого аккумулятора. И тут очень много факторов. То есть поэтому все должно быть тут, как мне там писали в комментах, чики-бомбони. Так, все, прижали. Дальше смотрите, что надо делать сейчас. Все, аккумулятор закрепили. Сильно тоже не тянем до посинения, чтобы ничего тут не сломать. А то бывает затягивает так, что лопается корпус. Были такие случаи. Вот смотрите, датчик тока отключен. Мы одеваем клемму минусовую. Затягиваем. Выжидаем секунд 5-10. Ну, как раз вот пока затягиваем. Берем теперь датчик тока. Одеваем его на разъем. До щелчка. Все, он нормально оделся. Все, оставляем открытый капот. И идем сейчас в автомобиль. Это тоже сейчас туда уберу. Больше нам не надо с ключом ничего делать. Вот. Идем в автомобиль. Садимся. Так, ключ у нас от автомобиля. Смотрите, что делаем. Сначала включаем зажигание. По мануалу это от 15 секунд до 1 минуты надо выждать с включенным зажиганием. Ждем. Она сейчас оценивает все, ну, какие нагрузки, там что, как типовое потребление машины, как раз через датчик тока. Вот, ну, наверное, уже секунд 15 прошло, уже достаточно. Нажимаем кнопку iStop, OFF и держим ее. Секунд 10. Должен замигать вот этот индикатор. Сейчас посмотрим, если он замигает зеленым, то все нормально. Видите, что-то не то. Сейчас надо посмотреть тогда компьютером еще, может ошибки потерять. Так, ребят, сейчас мы подключимся к автомобилю. Так, зажигание включаем. Включили зажигание. Выбираем нашу диагностическую программу. Я пользуюсь форсканом. Подцепляемся к автомобилю. Ошибок типа нету, да? Ну, давай на всякий случай сделаем стереть. Так, все ровно. Значит, сейчас, может, 15 секунд не выждали. Но сейчас уже по-любому, значит, выждали. Так, еще раз нажимаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Так вот, короче, что-то нифига. Сейчас смысл, короче, в чем? Если на каком-то этапе у вас что-то пошло не так, все заново. То есть скидываем клемму, отсоединяем датчик тока и ждем 5 минут. Потому что, ну, иначе он не обучится у вас никогда. Так, ребят, вот смотрите, иногда с первого раза не проходит процедура, то есть тогда опять просто снимаем с аккумулятора клемму, отсоединяем датчик тока, выжидаем 5 минут и назад все повторяем. То есть опять включаем зажигание, ждем не меньше 15 секунд, а лучше секунд 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, гарантированно, короче, 15 выждали. Нажимаем выключатель iStop OFF и держим его. Должна замигать надпись.
Все равно этим идет. Давай, знаешь, что сделаем? Сейчас попробуем, потому что 1,5, ой, 12,5. Сейчас чуть побольше взбодрим его. Сейчас он прям поработает немного, он потому что быстро заряжается. Так, ребят, смотрите, это уже третья попытка у нас, то есть потому что 12,5 маловато. Но вот смотрите, мы сейчас чуть пару минут поработал, он зарядился там уже, вот сейчас уже, то есть с подключенным аккумулятором 12,74, это многовато. То есть процедура, скорее всего, не пройдет сразу. То есть надо сделать что, то есть вот смотрите, стойте, я фары просто включу на секунд прям несколько. Напряжение он сразу упало. Опять выключу. И посмотрим сейчас, насколько подымется. То есть вот у нас должно быть 12,5-12,7. Не выше 12,7, но не ниже 12,5. И вот айстопный аккумулятор, он очень большую плотность тока, у него от 10 до 15 ампер идет зарядка. Он очень вот прям за 3 минуты, с 12,5 вот он стоял с магазина, да, то есть он прям набрал там 12,9 почти. Вот. Ну вот, в принципе, все нормально, все у нас соответствует теперь. Теперь пойдем пробовать третий раз. Все условия сейчас выполнены для его инициализации. Вот. Включаем зажигание, ждем 15 секунд, 20. Все электропотребители при инициализации должно быть все вот выключено. То есть штатно просто зажигание вот включено, музыка все выключено, там печка. Нажимаем iStop Off. Вот. Видите, заморгал зеленым цветом. Все. Это мы сейчас проверили. Батарея соответствует всем параметрам. Машине все нравится. Вот, видите, все замигало. То есть дальше что делаем? Выключаем зажигание и идем закрывать капот. То есть закрываем. Сейчас убираем все это наше все отсюда и закрываем капот. Вот, капот. Именно это очень важный момент, потому что тут концевик капота установлен. Ну, то есть сначала вот эти действия с открытым капотом, дальнейшее надо с закрытым делать. Капот закрыли, заводим автомобиль, можно выключить там все. Вот он штатно работает. Во-первых, он должен, ну, у нас уже автомобиль прогрет, но если, например, на холодную делаете, надо дождаться, пока погаснет синий индикатор непрогретого двигателя. То есть он гаснет при температуре 54 градуса. То есть можно, ну, автомобиль лучше полностью прогретым это все делать. Инициализация, тогда она быстрее пройдет. Вот, то есть завели. Это он сейчас обучается оборотом холостого хода. Делаем что? Поворачиваем руль от упора до упора. Все. Ставим его в нейтральное положение. Глушим автомобиль. Все, он у нас прогрет. То есть, если не прогрет, надо прогреть до рабочей температуры. Дальше смотрите, что делаем. Включаем зажигание. 2 щелчка кнопки старт-стоп. Нажимаем на 3 секунды кнопку. 1, 2, 3. Отпускаем, сразу заводим и кратковременно нажимаем. Так, что-то долго, наверное, это делал. Сейчас включаем зажигание. 1, 2, 3. Заводим и коротко нажимаем еще раз. Все. Вот видите, у нас теперь эта лампочка моргает, iStop. Ничего не делаем, просто сидим, ждем. И ждем, знаете, до какого момента. Как только эта лампочка погасла, все, система iStop инициализирована. Ждем, пока она перестанет мигать.
В этот момент сейчас двигатель, то есть обучается току заряда АКБ, все учитывают энергопотребители. И то есть только тогда корректно он будет заряжаться. Это, ну, это, вот все, погасло, все, перестал мигать. Система iStop инициализирована. Вот, а теперь еще надо сделать, смотрите, после снятия клемм АКБ, какие процедуры. Надо, у нас, видите, этот режим не работает автоматически ни на одном стекле. Нам надо, во-первых, обучить стеклоподъемники. Опускаем, жмем раз, два, три. И в ручном режиме также введем вверх. Но не отпускаем. Раз, два, три. Все. Вот эти крайние положения подержали, и у нас заработал авторежим. И надо сделать это на каждом стекле. Можно все с водительской двери сделать. Раз, два, три. Поднимаем. И когда она упирается, сразу не отпускаем. Раз, два, три. Все, у нас авторежим заработал на том. И также задние стекла обучаем. Вот, раз, два, три в нижнем положении и в ручном верхнем также. Раз, два, три. Все, то обучили, и вот последний задний. Раз. Вот опустилось. Раз, два, три. И в ручном режиме его поднимаем до упора. Раз, два, три. Все, стеклоподъемники обучились. И еще у нас сбросились часы. Сколько сейчас время-то вообще там? 14 минут, 12-14. 12-14. Так, делаем 12. И нажимаем, зажимаем и держим подольше, чтобы быстрее. Ну, короче, так долго будем. Сейчас быстрее так нащелкаем. 12-14. Ну, давайте 12-15 уже, наверное. Все, часы выставили, стеклоподъемники обучили, iStop инициализирован. То есть все процедуры проведены после замены АКБ. Так, все, ребят, такое у нас вот получилось видео. Вот. Надеюсь, информация была вам полезна. Вот. Если в Рязани кому-то понадобятся такие услуги, то можете обращаться. Все контакты под видео в описании. Вот. Ну и по традиции уже пишем все, что кто думает по этому поводу в комментариях. Ставим лайки, для вас стараемся. Помогаем продвижению канала. Все, ребят, всем пока.